Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить летний пирог из песочного теста с ревенем и клубникой. Кислинка ревеня и сладость клубники – это очень гармоничное сочетание вкусов. Но песочное тесто – отличная база для всех ягодных пирогов и тартов. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. И начну с теста. Мне нужно перетереть холодное сливочное масло с мукой в крошку. Я для этого воспользуюсь кухонным комбайном. Смешиваю муку, сахар и щепотку соли. Добавляю порезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло и измельчаю все это в крошку. Если у вас нет комбайна, то такое тесто несложно замесить руками. У меня на канале есть рецепты песочных пирогов и тартов, тесто для которых я замешиваю вручную. Один из пирогов с творогом и вишней. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Вот такая крошка должна получиться, но чтобы получилось тесто, нужно добавить ледяную воду. Вливаю примерно половину, перемешиваю. Затем еще часть. Тесто должно просто собраться в комок, поэтому оставшуюся воду вливаю частями, она может понадобиться не вся. Нужно смотреть на консистенцию теста. Я использовала всю воду. Тесто легко собирается в комок. Для удобства я перекладываю его на стол, присыпанный мукой, и соберу в шар. Вымешивать ничего не нужно, потому что от тепла рук масло начинает таять. Собрала в комок. Отделяю третью часть теста, она пойдет на верхний слой. А большая часть это будет основа пирога. Придаю форму круга, заворачиваю в пищевую пленку и убираю минут на 15 в морозилку или в холодильник на 30-40 минут. У меня на канале есть рецепт песочного пирога со сливами и сметанной заливкой. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Выпекать пирог я буду вот в такой форме со съемным дном. Ее диаметр 28 сантиметров. Достаю кусочек теста и раскатываю тонкий пласт толщиной примерно 2-3 мм. Я часто пользуюсь скалкой с ограничителями, так удобнее регулировать толщину теста по всему диаметру. Переношу тесто в форму. Распределяю и ножом подрезаю края. Так получается идеально ровный срез. А кусочки я добавлю к тесту, которое пойдет для верхнего слоя. Накалываю корж вилкой и убираю в холодильник, пока приготовлю начинку. Ревень я помыла, и сейчас его нужно очистить. Нарезаю его небольшими кусочками, примерно по 1,5-2 см длиной. Клубнику я промыла и просушила, теперь ее тоже нарежу. Разрезаю ее на 4 части, а очень крупную на 6 частей. Должны быть довольно крупные кусочки. У меня на канале есть рецепт песочных творожных галет с различными ягодами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Отправляю клубнику к ревеню, добавляю сахар и кукурузный крахмал. Аккуратно размешиваю. Я готовлю пироги не очень сладкие, поэтому если вы сладкоежка, то сахара возьмите на 30-50 граммов больше, чем я указала в ингредиентах. Раскатываю тесто для верхнего слоя. При помощи линейки и ножа для пиццы нарезаю полоски. Ширину полосок делайте на свое усмотрение.
Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Достаю основу из холодильника. Беру чайную ложку крахмала и размазываю тонким слоем поверх коржа. Несмотря на то, что я уже добавила крахмал в начинку, я еще немного запечатываю корж. Крахмал загустит сок, который будет выделяться из начинки, и корж не будет сильно промокать. Выкладываю начинку, распределяю. Выкладываю на пирог полоски на небольшом расстоянии друг от друга. Затем подворачиваю полоски через одну и укладываю одну полоску под углом. Возвращаю эти полоски на место и загибаю другие, те, которые я еще не трогала. Укладываю еще одну полоску и возвращаю остальные на место. И так далее. Чередую полоски, и получается вот такая сетка. Обычно верх песочных пирогов с ягодами и фруктами я полностью не закрываю тестом, так как они очень сочные и лишней влаги нужно испаряться. Края, которые свисают, я просто придавливаю к краю формы и снимаю лишний край. Вот что у меня получилось. Смазываю готовый пирог яйцом и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Пирог очень сочный, поэтому важно, чтобы корж не был мокрым, а хорошо подсушился. Время, конечно же, регулируйте с учетом своей духовки. Вот что у меня получилось. Дам пирогу остыть и только потом достаю из формы. Я люблю такой пирог пробовать остывшим, хотя очень трудно удержаться, аромат просто сумасшедший. Для пирога я сегодня использовала для теста 350 граммов муки, 170 граммов холодного сливочного масла, 70 граммов сахара и 80-90 мл холодной воды, а также щепотка соли. Для начинки 400 граммов ревеня, 400 граммов клубники, 120 граммов сахара, 30 граммов кукурузного крахмала. И вот такая вкуснотища у меня получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из песочного теста смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!